Всем привет, друзья! Мое видео про самый косячный дизельный двигатель Mercedes за довольно-таки небольшой промежуток времени набрало почти 100 тысяч просмотров. И я понял, что эта тема действительно вас интересует. И поэтому, друзья, сегодня мы будем говорить про еще одно семейство мерседесовских двигателей, которые я считаю просто дном, К сожалению, эта история мало похожа на комедию. Скорее, это трагифарс. Вы знаете, что у меня у самого запредельно живучий C202 230 компресс 95 года выпуска, без сомнения скрученный пробег которого уже приближается к 500 000 километров. Время от времени меня, как и любого нормального человека, одолевает то ли мечта, то ли желание перемен, попробовать еще что-то из линейки так мною любимой марки. Если ты залез на какой-либо автосайтец, то смотреть себе 123 или может быть 190 Mercedes ты уже вряд ли будешь. Если же, конечно, тобой не завладела ностальгия, что я хочу сказать не исключение, потому что у меня был 123 Mercedes, даже два. Смотрим мы обычно на модель посвежее, ну как минимум следующую после той, которую мы имеем. И тут нашему вниманию предстает жутко технологичный, элегантный W203, и спортивный W209, и сверхкомфортный 211. Говорю я вам об этом сознанием дела, потому что мне когда-то довелось поездить на 211 Мерседесе. Несмотря на то, что это не S-класс, но для меня он тогда казался просто каретой. Да и при том, в самой базовой комплектации у вас будет и система безопасности, и стеклоподъемники, обогревы ваших пятых точек, и все всякие там ништячки, о которых, владея бабушкиной старой табуреткой, вам приходилось только мечтать. В общем, мы уже прикидываем, сколько месяцев нам нужно будет посидеть на хлебе и воде, за сколько продать нашу старую колымагу и где у кого занять денег. Но, наконец-то, оказаться за рулем трехлучевой мечты. И тут Mercedes нам подложил такую жирную паскудную свинью для выкачивания наших бабосиков. И сделал он это в самое сердце Мерседесостроения. Да, друзья. И это, к сожалению, двигатель. И поэтому попрошу ваших аплодисментов двигатель М271. И многие из настоящих ценителей скажут, что брать 271 двигатель ни в коем случае нельзя. И немногие из них может действительно пояснить, почему не стоит брать эти двигатели. Давайте сегодня с вами разберемся. Это семейство рядных четырехцилиндровых поршневых двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине или природном газе, разработанный именно компанией Mercedes-Benz в 2002 году на заводе в Штутгарте, Германии. Все семейство двигателей оснащено литыми алюминиевыми блоками двигателя с чугунными гильзами, головки цилиндра с 4 клапанными цилиндрами, изменяемыми фазами газораспределения. И устанавливался этот двигатель на автомобиле C-класса 203 кузове, SLK, CLK, E-классов, а также Mercedes Sprinter. Surprise, motherfucker! Новые силовые агрегаты отличались от М111 улучшенными показателями расхода топлива, плавности работы, повышенными характеристиками мощности и крутящего момента, а также облегченной на 18 килограмм конструкции. Я не знаю, я вот иду в магазин, покупаю пару пакетов еды, и вот это, считайте, 18 килограмм. Что они есть, что их нету, мне лично все равно. Эти двигатели оснащались турбонагнетателями и механическими компрессорами. Поставлялись с 5-ступенчатой коробкой передач и с 6-ступенчатой механической коробкой передач. И версии у них были, это впрыск во впускной коллектор с компрессорным наддувом и непосредственный впрыск прямо в цилиндры с турбонаддувом. Обозначение этих двигателей 180, C200, C230. Они отличались давлением наддува в форме
поршней и программным обеспечением. Вот и все. Конечно же, была применена бесступенчатая регулировка фаз газораспределения на обоих распредвалах. Форма кулачков на версиях отличалась кривыми поднятия клапана. На носке каждого из распредвалов установили механизм изменения фаз, который приводил к давлению масла через масляной канал распредвала и так далее и тому подобное. Конечно, это все давало позволять оптимизировать состав отработанных газов, достатки их катализатора, экономичность и также экологичность и так далее и тому подобное. Короче, бла-бла-бла. Технологии прут со всех щелей, но вот в этом моменте вы можете очень серьезно проорать, если узнаете, что жизнь и ресурс такого мотора заканчивается на отметке в 60 тысяч километров. Fatality. Да, именно на этой отметке вам придется сделать первое вмешательство и именно в двигатель. Застучит фазорегулятор, в простонародье ванос, растянется цепь, слижется зубья, перескок фаз и долгожданная встреча поршней с клапанами доставит вам кучу удовольствия, ну и, конечно, вынос мозга вашей жены, которую вы так усердно уверяли в качестве и надежности свежего Мерседеса. Нихуя ебать. Проблема растяжения цепи вызвана длиной и ее однорядным исполнением. Вы что, серьезно? Даже на моем старом М111 двухрядная цепь. Я влез в ее замену только почти спустя 400 тысяч километров. При высоких нагрузках происходит растяжение этой цепи, что впоследствии может привести к перескакиванию этой цепи. Помимо этого, износу и разрушению подтверждены зубья муфт-доворота, звезд распредвалов и заклиниванию механизма доворота. Первичные симптомы данной проблемы является стук, треск на холодную. В последующем отмечается неравномерная работа двигателя, троение, пропуски зажигания, детонации и стук из двигателя. Мы берем на себя ответственность за все, что производим. Не пизди мне место. И последствия, к которым оно может привести: перескоку или обрыву цепи. Как следствие, загнутые клапана и разрушенный механизм ГРМ. Это фиаско, братан. Несмотря на то, что в отличие от 272 и 273 двигателя, в этом двигателе нет необходимости вынимать двигатель, что значительно упрощает процедуру, но однако ремонт отнюдь не дешевый. И поэтому в гараже вы этот двигатель вряд ли сможете нормально обслужить. Ресурс после устранения неисправности в зависимости от эксплуатации автомобиля ограничивается 40 до 150 тысяч километров, и потом заново нужно будет делать эту процедуру, если, конечно, двигатель доживет. И в этот момент ты прочухаешь все мыслимое и немыслимое удовольствие от такого произведения автостроителей, как запланированный износ, который как раз таки и создан для выкачивания нашего с вами бабла. И поэтому, несмотря на то, что люди сталкиваются с такими проблемами, производитель не нашел замены на более усиленную цепь. Это просто лезть в новый двигатель спустя 100 тысяч километров в Мерседесе. Инженеры подумали, что для таких высокотехнологичных двигателей уже не нужно использовать двухрядную цепь ГРМ. Представьте, мощность выросла, производительность выросла, а количество надежности цепи уменьшилось. Вот вам и отличная история для зарабатывания денег. Почему-то на 111 была двухрядная цепь, почему-то на 104 была двухрядная цепь, а тут однорядная цепь. Слушай, да мне посрать, через неделю я валю на пенсию. А за это время лохи еще не смогут распробовать это дерьмо. Тем более, что я уже запасся парочкой 140-х кабанов, которых мне хватит на всю мою долгую и счастливую жизнь. Так что терпело, готовься к веселым временам. Мы берем на себя ответственность за все, что производим. Не пизди мне место. И в данном случае мы абсолютно нельзя сказать, что вот инженеры там просчитались и так далее и тому подобное, потому что они точно понимали, что однорядная цепь не сможет выдержать и проходить достаточно большой ресурс. Почему еще это был запрограммированный износ и запрограммированное вытягивание из потребителя деньги? За счет того, что сами
звездочки фазы регулятора, именно вот эти самые ваносы, именно самые зубья были сделаны с какого-то паршивого металла, и они слизывались. И именно поэтому цепь перескакивала. И почему нас так очень сильно бомбит? Да потому что это Мерседес. Если бы это был какой-нибудь Hyundai, там, Слюндяй, у нас бы не было никаких претензий, потому что сама марка и сама цена за автомобиль говорит о себе. Но это же Мерседес, который когда-то был одной из самых надежных марок. Мерседесы ходили и вокруг земли, и их пускали в специальные марафоны по... Ну, короче, тестировали там гелики, шмелики и так далее и тому подобное. Вон 124 до сих пор он ездит. Я на 202 таксую. Пожалуйста, никаких проблем. Ну, а сейчас машины стали какими-то кукольными, какими-то картонными, я бы сказал так. Все развивается, технологии развиваются. Какие раньше были мобильные телефоны и какие сейчас айфоны, там, самсунги. А они просто тупо не могут решить проблему вылить нормальную звездочку. И притом, если вы посмотрите, именно вот эти вот муфты до ворота, которые есть только в оригинале, и они до сих пор продаются просто в путь. Вот таким вот образом нам с вами любимая марка на нас зарабатывает. И поэтому, если вы будете планировать брать себе новый автомобиль, я вам очень сильно рекомендовал бы брать 4-цилиндровый двигатель. Вот так вот, как бы это жестко не звучало для моих подписчиков, какой Мерседес может быть 4-цилиндровым? Ребята, Мерседес должен быть 12 цилиндров, 8, ну на крайняк 6. Чтобы ты нажал на педаль и улетел в закат без проблем. Чтобы тебе не надо было его там напрягать и так далее. И поэтому, друзья, если это видео наберет 1500 лайков, то я сниму про следующий, один из самых дорогих и ненадежных двигателей. Благо в Мерседесе таких косячных двигателей уже хватает. И поэтому, друзья, я хочу вас очень попросить, если у вас был опыт эксплуатации такого двигателя, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Людям это будет очень важно и интересно. Может быть, вы со мной не согласны, и именно ваш двигатель с индексом 271 уже прошел 10 раз вокруг Земли, и может быть вы считаете, что всем нужно побежать и скупать эти двигатели. А что можете сказать о надежности 271 мотора? Один из надежных моторов, на самом деле, ничего плохого я не слышал. Ой, какая ж это все хуйня! Я горю! Жопа горит! Потушите мою жопу! За что? За что, блядь?